Всем привет! В этой серии хочу рассказать, как я делал свой первый шабер. Всем, кому интересно, смотрим далее. Кому интересен сам результат, перематываем в конец видео. Сразу хочу уточнить, что этот шабер предназначался не для чистовой обработки, хотя возможность использования его в качестве такового не исключается. Также отмечу, что это на самом деле не первый мой шабер. Черновым шабрением поверхностей, покрытых краской или ржавчиной, я начал заниматься еще 16 лет назад, когда возникла необходимость в очистке старых двигателей мотоциклов, а позже был полностью очищен от краски мой текущий мотоцикл, включая его коляску. Этот шабер был обыкновенным деревянным бруском, в который я аккуратно вставлял кусок наживочного полотна, заточенного с одного конца. А еще тогда я даже и не знал, что это называется шабрение. Но это все в прошлом, а сейчас я решил изготовить настоящий шабер из металлического квадрата со стенкой 18 мм и материала сталь 45. Предварительно были заказаны пластины, одна ВК-8, а вторая всем известная ВК-6ОМ. Пластины имеют схожие геометрические размеры, но все же немного отличаются. Разница же компенсируется возможностью поджатия пластин в шабере. Разница по толщине составляет всего несколько десяток миллиметров. При монтаже видео очередной раз извлек для себя пользу, заметил дробление стола и подтянул его клин. Самой длительной операцией оказалось фрезерование. По неопытности занимался этим несколько часов. Зато потом осталось лишь просверлить отверстие, дорезать паз ножовкой, просверлить продольное отверстие для крепления ручки и нарезать резьбы. Для центровки в патроне прямоугольного прутка использовал самый простой и доступный способ – это разрезная втулка. Постарался сделать все возможное для того, чтобы не повредить имеющийся у меня хорошо отшлифованный вал, но все же повредил. Дело в том, что поверхность вала очень гладкая и усилия затяжки патрона при нарезании резьбы не хватило. Для придания нормального внешнего вида отшлифовал поверхность. Сначала более крупной наждачной бумагой, потом более мелкой с применением смазывающей жидкости, в данном случае воды. Занятие это, мягко говоря, не быстрое. Зато в итоге получаем не только функциональный инструмент, но еще и приятный глазу. Даже крупная наждачная бумага часто забивается. Очищаю ее обыкновенной металлической щеткой и продуваю воздухом. Нашел применение давно хранившемуся у меня в единственном экземпляре винтику. По-моему, подошел неплохо. С самой ручкой особо заморачиваться не стал. Использовал подходящий по диаметру капролон. Отрезал с небольшим запасом кусок материала, просверлил, нарезал резьбу, а потом уже в оправке обточил наружный диаметр. По идее, для подобной работы нужно сделать фасонный резец,
но у меня такого нет, и ради одной ручки делать его не хотелось, поэтому обточил заготовку отрезным резцом, а переходы загладил обычным проходным. Как оказалось, графитонаполненный капролон очень плохо обрабатывается наждачной бумагой, поэтому финишную обработку сделал вручную обычным канцелярским лезвием. В итоге больше всего времени я потратил на фрезерование, все остальное сделал буквально за пару часов. Ну и как же обойтись без примерки самой настоящей пластины для шабрения ВК-6ОМ. Как я уже говорил, пластины имеют различные геометрические размеры. Делалось это все-таки на меньшую пластину, поэтому вылет такой большой. Ну а дальше уже покажет время. Шабер-то все-таки первый. Это все, что я хотел показать. Всем спасибо за просмотр. До свидания.